говорю: ребята, я буду делать курьерку, в которой сегодня клиент заказывает товар в интернет-магазине, интернет-магазин сегодня мне оформляет заявку, сегодня я ее забираю и сегодня доставляю. Поставил примерно сроки, как это действует сейчас в Китае. 4 часа с момента заявки до доставки. И чтобы потестить это и доказать, что это возможно, мне пришлось купить автомобиль Каблук, продать свой Lexus гибридный, сесть за руль, одеть жилетку и кепку и отправиться доставлять цветы на 14 февраля. Мне приходилось получать заказы в WhatsApp на один телефон, в другой телефон в WhatsApp отправлять заказы курьером. У нас тогда было 3 человека: я, мой сын и мой товарищ. И вот система учета была, это WhatsApp. Потом я приходил, выписывал все заявки, стоимости и заносил их в тетрадку. Дальнейшим шагом в автоматизации и учете финансов, учете заработной платы курьера я выбрал Excel. И вот Excel у меня за полгода разросся до огромной масштабной макросовой таблицы, в которой учитывались все заявки до единой. Но на Excel я не смог долго просуществовать. Почему? Потому что больше 60-70 заказов в день Excel просто тупо начал тормозить. Я выбрал за одну из самых старейших программ, которой пользуются очень много курьерских служб, но она не позволяла своими алгоритмами осуществлять заказы день в день, быстро передавать один заказ с одного курьера на другого, изменять какие-то адреса и маршруты. Нужно было очень много внимания к логисту тратить на нее. Но и самое сложное, что это было, оно устанавливалось на мой сервер, и платежи, которые я делал за нее, я платил за каждое рабочее место своего сотрудника. За каждого курьера нужно было платить, за каждого логиста и менеджера нужно было платить. Мы росли, увеличивался штат, и, соответственно, мои платежи за программу увеличились не от количества дохода и прибыли, а от количества сотрудников, которыми она пользовалась. Я начинаю искать и подумывать, может быть, самому разработать свою программу. Начал писать ТЗ, искать разработчиков на разных конструкторах CRM-системы, Bittrex, думал на AMA сделать. Говорили: все возможно, давай 500 000, 1 миллион, 1,5, 3, мы тебе все напишем. Я говорю: до свидания, это не наш метод, мы стартаперы, мы любим боль. И вот я познакомился с разработчиками и владельцем компании Aurama. Что я получил? Личный кабинет клиента, в котором он может сам оформлять заявки, либо его менеджер, в который он может интегрировать свою CMS-систему интернет-магазина и автоматически передавать заявки, что очень выгодно для крупных клиентов. Он может загружать заказы через Excel-таблицы. Но самое интересное, наши клиенты получили возможность контролировать весь процесс выполнения заявки по статусам прохождения этой заявки, которые курьер отмечает у себя в приложении. Это же очень круто, когда курьер едет к вам на забор, он ставит статус «Выехал на забор к отправителю». И клиент видит, что к нему приедет курьер, будет через 30-40 минут. Очень выгодно, когда курьер выезжает к получателю, ставит статус «Выехал к получателю», и сам наш заказчик может видеть, по каким его заказам курьеры уже доставляют, а какие заказы еще в работе. Это очень облегчило работу и нашим логистам, и менеджерам. Теперь я перестал принимать заявки на почту, WhatsApp, Telegram. Я раздал всем своим клиентам личные кабинеты и сократил нагрузку на своих менеджеров. Теперь логисты. Очень важный фактор удобства работы логиста в этом программе. Они видят все заявки на карте. Они видят местоположение курьера в данный момент и на какой заказ он движется. При поступлении новой заявки логист смотрит, к какому курьеру максимально близко забрать этот заказ и который максимально эффективно встраивается в его маршрут,
с другими заказами. На начальном этапе в WhatsApp мы могли переваривать около 30-20 заказов в день. Потом начинался разбред, раздрай, неизвестно кто куда едет, все помнили в голове. Создав экселевскую таблицу, мы дошли примерно до 70-80 заказов в день с учетом финансов, зарплаты, расходов. Это было очень круто. Но используя более современный, более, скажем так, наполненный софт, мы смогли дойти до 180 заказов в пиковых нагрузках 25 декабря, и мои логисты и менеджеры чуть не сошли с ума. Очень много нужно было контролировать в голове. При переходе на Ураму мы научились доставлять сначала более 300 заказов в день. На 14 февраля и 8 марта мы сделали примерно 380 заказов в день. Это был пик ликования. В декабре следующего года при помощи Аурамы мы смогли сделать 428 заказов. Благодаря тому, что я взял еще одного логиста, добавил, в этом году 8 марта мы сделали более 500 заказов день в день, без складской логистики. Все заказы были доставлены в указанные интервалы, в сохранности, в целостности. Сейчас компания «Попутный ветер» уже открыла филиал в Москве. Значит, филиал управляется логистика удаленно из Санкт-Петербурга. Мне не пришлось находить там логистов и менеджеров. Благодаря тому, что это облачный сервис и мои логисты могут работать из любой точки, хоть из дома, хоть из офиса, для них не важно, в Москве этот заказ или в Санкт-Петербурге. Никогда не отчаивайтесь и не сдавайтесь. Если до вас кто-то что-то не мог сделать, это не значит, что это невозможно. Пробуйте, пытайтесь, дерзайте.